GTA 4 определенно очень интересная игра. В момент ее выхода это было событие мирового масштаба, сравнимое, наверное, с тем, если бы сейчас вышла GTA 6. Не так давно я уже делал ролик о том, как мы играли в GTA 4 в далеком 2008 году. Играть было довольно сложно и больно. Кто не смотрел, рекомендую. Пришло время разобраться в вопросе, как спустя 15 лет с момента выхода играется GTA 4. Возможно ли сейчас комфортно играть? Сильно ли заметен ее возраст? Насколько устарели игровые механики и визуал, а быть может и вовсе все отлично и комфортный геймплей будет сопровождать эту игру даже спустя 15 и более лет. Во всем этом я попытаюсь разобраться, ну а если я еще не достал вас роликами по GTA 4, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Устраивайтесь там поудобнее, берите что-нибудь покушать и погнали проверять, как там играется 15-летний GTA 4. Я выделил основные моменты, по которым буду давать свою личную оценку этой игре. Все будет максимально объективно, несмотря на то, что это одна из моих любимых игр. Оценка будет проходить по базовым элементам игры. Какие-то моменты я буду сравнивать с GTA 5, так как это самая новая часть в серии, но таких моментов будет минимум. Зайдя в игру спустя столько лет, в глаза сразу бросается своеобразная цветовая гамма. У игры очень специфический серо-зеленый фильтр, который был придуман умными парнями из Rockstar не для антуражности картины, как думают многие, а для маскировки значительных графических косяков. И если убрать этот фильтр, что, кстати, сделать очень легко, то вы поймете, о чем я говорю. Игра по современным меркам выглядит очень серой и блекло. Текстуры игры ясно дают понять, что игра возрастная. Разного рода эффекты еще выглядят сносно, но из-за общей картины в целом одних лишь эффектов явно не хватит. Одним словом, печаль и уныние. Еще в четверке по неведомой причине не завезли сглаживание, которое было даже в Сан-Андреас, а это в свою очередь не слабо влияет на визуал. Без сложных технических разборов за графику в 2023 году игра получает от меня 4 балла из 10. Под этим пунктом я разберу то, как устроен Liberty City, насколько он хорошо сделан в плане проработки города, каких-то мелких деталей, короче говоря, оценю его схожесть с реальными городами и то, как в них, собственно, все устроено. Как мы знаем, Liberty City это прототип города Нью-Йорк, и в виртуальном Нью-Йорке, который носит в GTA 4 название Liberty City, очень много мест из реального города, но вдаваться в это мы сейчас не будем. Как по мне, город реализован очень хорошо, над ним Rockstar потрудились как следует. Если в той же GTA San Andreas города хоть и были достаточно большие и казались живыми, но сравнивая их с Liberty City образца GTA 4, понимаешь, что в GTA San Andreas просто мертвые города. В четверке отлично выполнена проработка зданий. Гуляете вы по какому-нибудь району, идете мимо какого-то здания и захотели его обойти, посмотреть, что за ним находится. И обязательно там будет какой-то задний двор, где может кто-то стоять или будут проработаны какие-то мелкие детали. Это очень круто. В игре реализовано много зданий, в которые игрок может просто попасть с улицы, где также будут какие-то NPC и прочие интерьеры. В игре можно попасть даже в метро, которое также очень круто сделано. Помимо этого можно еще и пробраться в тоннели, где будут бродяги греться у горящих бочек. Помимо метро в игре можно прокатиться даже на фуникулере, от чего стоит центральный парк, в котором можно гулять часами и любоваться происходящим. Улицы города наполнены разными объектами: мусор, контейнеры, какие-то столики у кафе, стройплощадки, просто валяющиеся кирпичи и разный хлам. И еще очень много всего. Если сравнивать Liberty City с той же GTA 5, то по сути, кроме смены декораций, уйти дальше в GTA 5 Rockstar не смогли. Ведь в принципе дальше-то и некуда, наверное. Liberty City с точки зрения проработки игрового мира очень хорош. Моя оценка города и его окружения заслужена 10 из 10 баллов. Я совсем забыл рассказать. Ты еще не слышал про матрешку? Тогда залетай ко мне. Это самая чумовая игра про Россию с крутыми тачками и девчонками. Здесь нет никаких ограничений и никто не говорит, что тебе делать. Стань тем, кем ты всегда мечтал. Наказывай преступников, защищая город, или возглавь свою собственную банду, наводя страх на жителей. Купи себе самое топовое авто, понтуйся перед друзьями, дрифтуя по трассам и тюнингуй тачку на свой вкус. Ходи на охоту или отдохни на рыбалке, пользуйся голосовым чатом для коммуникации. Купи свой бизнес, делай бешеные бабки и стань самым богатым мажором на сервере, приобретя уважение в глазах игроков. Матрешку скачать очень легко, просто жми на ссылку в описании. Качай игру с любой удобной для тебя платформы. Регай свой аккаунт с помощью ВКонтакте или Гугла. Залетай на любой из множества серверов, у матрешки их уже больше 10. Придумай узнаваемое имя для своего персонажа и самое главное, не забудь ввести мой промокод SPOT. По нему ты получишь аж Мерседес всего через 2 часа игры. Пока игра качается, ты как раз досмотришь это видео, а я уже буду ждать тебя на 10-м сервере.
Что является одной из визитных карточек GTA 4? Конечно же, транспорт, но скорее его физика и повреждения. После аркадоподобных игр серии, да и просто других игр, где можно ездить на разном виде транспорта, водить авто в GTA 4 откровенно сложно. Здесь не получится разогнаться и тут же за пару секунд остановиться, как в той же GTA 5 или GTA San Andreas. Вообще управление в четверке хорошее, но как по мне оно слишком валкое, не хватает баланса между классами автомобилей. К примеру, мы берем развалюху, на которой будут очень сильные крены и плохие тормоза. По сути, авто такого класса в реальной жизни будет плюс-минус такими же характеристиками. Но ложка дегтя поджидает игроков в моменте, когда удастся завладеть спортивным авто или же суперкаром. У этого класса авто управление должно быть идеальным. Они управляются практически как картинг, но не в GTA 4, где суперкар может обладать несвойственным креном подвески, ватными тормозами и непонятным разгоном. Возможно, Rockstar этот момент просто не успели как следует отполировать, но этот момент в будущем разделил игроков на два лагеря. Тех, кто за подобное управление, и тех, кто против. Ну а я, наверное, где-то посередине. Мне это вроде и нравится, но бывали моменты, где чересчур валка управления бесила. За управление транспортом в 2023 году GTA 4 получает 6 баллов из 10. Что до моделей, то для своих годов однозначно они смотрелись хорошо, но в 2023 году модели смотрятся, нормально, и в принципе на этом все. Да, в GTA 5 модели тоже вообще не блещут каким-то супер качеством, но за счет более красивого и пестрого визуала игры, они там смотрятся значительно лучше. Ну и конечно, они и так там значительно лучше. За модели транспорта в 2023 году GTA 4 получает 4 балла из 10. Повреждение транспорта в GTA 4 это собственно то, ради чего игру многие и покупали. Да, именно ради покатушек на авто и тестирований моделей повреждений. Ведь слухи о том, какие крутые повреждения в GTA 4 передавались очень быстро. Где еще в то время можно было смять машину в блин, да и все это в открытом мире, где есть сюжет и возможность взаимодействия с окружением? Правильно, нигде. Если брать за основу то, как деформируется кузов авто в GTA 4, то конечно эта технология не идеальна. Однако такая фишка подарила сотни часов геймплея игрокам. Ведь это было и есть очень забавно. Просто сминать в лепешку авто, переворачивать, падать с высоты, веселиться на качелях и так далее. В GTA 5 повреждения упростили до безобразия, как собственно и управление авто. Ну а GTA 4 в 2023 году за повреждения получает 8 из 10 баллов. Итого общий средний балл за транспорт получается 6 из 10. Оружие будет оцениваться исключительно в рамках GTA вселенной. Я не вижу смысла сравнивать стрельбу GTA 4 с какой-нибудь колдой или Battlefield. Для 2008 года стрельба и все механики, связанные с оружием в GTA 4, были на высочайшем уровне. После той же San Andreas это вообще колоссальная разница. В GTA 5 стрельба плюс-минус такая же, сколько бы я ни играл, особой разницы я не заметил. Однако в пятерку я играл гораздо меньше, чем в GTA 4. Сейчас стрельба и оружие в GTA 4, как по мне, ощущаются достаточно хорошо. Мне было комфортно играть и устраивать перестрелки. Камера от плеча, удобно стрелять, пушки не чувствуются игрушечными. Есть отдача и тряска. В общем, стрельба ощущается нормально, на должном уровне даже сейчас. Конечно, если вы наиграли миллион часов в CS или в еще какой-либо современный шутер, уверен, у вас оценка была бы другой. Но тут мы говорим исключительно о GTA. Сами же пушки выглядят сносно, но как и все прочие элементы выглядят мыльновато. Оценка за оружие и стрельбу 6 из 10 баллов. При оценке NPC я решил провести оценку по категориям. Качество модели в 15-летней игре на должном уровне для 15-летней игры. Сейчас модели смотрятся устаревшими, но стоит отдать должное за то, что если в игре встречаются одни и те же модели NPC, то у них будут разные вариации одежды, причесок, цвета кожи и так далее. Таким образом минимизируется встреча клонов в одной сцене, что положительно влияет на геймплей. Но как и с моделями транспорта, текстуры NPC оставляют желать лучшего, поэтому оценка моделям 6 из 10 баллов. В GTA 4 NPC очень хорошо проработаны в плане взаимодействия с городом и окружением. Здесь вы легко встретите попрошаек в бедных районах, разных рабочих, парки будут поливать газоны и заниматься благоустройством. На улицах есть музыканты, которым можно дать денег, NPC читают газеты, сидят на лавках, обедают в кафе, разговаривают по телефону, могут возиться с транспортом и еще очень много разных интересных ситуаций. За столь хорошую проработку взаимодействия с городским циклом в 2023 году GTA 4 получает 8 из 10 баллов. По сути, NPC взаимодействуют только при каких-либо контактах. К примеру, если главный герой задел NPC или же они реагируют на какое-то действие. Чего в целом достаточно. Реагировать и вести диалог здесь не имеет смысла. Это же не MMORPG. В GTA 4 впервые появились разного рода события с NPC. Выглядит все это в виде маркеров на карте, где мы можем встретить рандомных NPC или же тех, кто когда-то мелькал в сюжете игры. В общем, сделано хорошо и как доп-ветка повествования и дополнение геймплея вписывается отлично. За взаимодействие NPC с главным героем в 2023 году игра получает 7 из 10 баллов.
Искусственный интеллект в четверке хоть и стал значительно лучше, чем в предыдущих частях, но, к сожалению, он не избавился от разного рода тупника и прочих нелогичных действий, некоторые из которых даже 15 лет назад вызывали вопросы, к примеру, нелогичное поведение копа в попытках добраться до главного героя. Эти действия скорее забавны, и я даже рад, что они есть, ибо где сейчас еще можно так поржать, как не в четверке. Но помимо копов, медики в игре тоже не блещут сверхразумом. Когда-то я делал видео, где следил за медиками в GTA, и четверка там отличилась ну прям очень сильно. Посмотрите, кому интересно. В общем, все, что касается искусственного интеллекта в GTA 4 вызывает вопросы. Казалось бы, все достаточно хорошо, но в некоторых моментах все выглядит совсем нелепо. По итогу, в 2023 году искусственный интеллект GTA 4 получает 4 балла из 10. Итого средний балл NPC 6,2 из 10. С основным сюжетом GTA 4 все не так однозначно. Рассудить, насколько он хорош или же нет, что тогда в 2008, что сейчас довольно сложно. А все потому, что эта игра позиционирует себя как серьезный боевик с элементами драмы, где нет места угарным миссиям по типу той же GTA San Andreas или GTA 5. Данный сюжет кому-то зашел прямо очень хорошо, и они до сих пор восхищаются им при повторном прохождении. А кому-то такой поворот в сторону серьезной реальности и вовсе не пришелся по вкусу. Это то же самое, как с фильмом «Форсаж». Первая его часть — это трушные гонки, где ничего не выходит за рамки реалий. И Форсаж 10, где собственно все с точностью да наоборот. Также и с GTA 4. Я, если что, за первый Форсаж. Помимо основного сюжета в GTA 4 впервые ввели возможность выбора при прохождении игры. В некоторых миссиях можно сделать выбор в пользу сохранения жизни или же собственно наоборот. Помимо этого в игре несколько концовок, где собственно все также зависит от выбора игрока. Знали бы вы, как я рыдал, смотря к чему приводит тот или иной выбор. Лично от меня GTA 4 в 2023 году за основной сюжет получает 7 из 10 баллов. Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? В четверке по сравнению с прошлыми играми 3D вселенной побочных заданий достаточно мало, но они есть. Первая побочка — это работа на Романа в его таксопарке. На самом деле эта работа не дает каких-то бонусов, кроме копеечных заработков. Есть задания по розыску преступников через базы данных полиции Liberty City. Есть и случайные персонажи, про которых я говорил ранее. Они, к слову, открываются по мере прохождения основной ветки сюжета. Еще предусмотрена работа по угону авто для Брюси и Стиви и миссии наемного убийцы, которые становятся доступны после первой миссии от Фила Белла. За дополнительные задания GTA 4 в 2023 году получает 4 из 10 баллов. Итого общий балл за сюжет и доп. Задания 5,5 баллов из 10. Здесь я хочу помянуть те особенности, которые впервые появились в GTA 4, ну и в последующих играх. Мобильный телефон, который превратился в нехилый такой инструмент для взаимодействия с геймплеем. Начиная от банальных звонков и смс, заканчивая вводом чит-кодов и возможностью делать фото. Не знаю, правда, зачем, но это можно делать. Телефон еще, кстати, и меняется на более крутую версию по мере прохождения сюжета. Появился полноценный интернет с большим обилием разных сайтов с юмором в стиле Rockstar. GTA 4 единственная игра серии, в которой можно подобрать с пола какой-либо предмет и потом швырнуть его. В GTA 5 же такую фичу не завезли. Появилась возможность ходить с корешами в разные места, коих немало, но лично меня это постоянно бесило, особенно после череды отказов, когда портились отношения. Про выбор на миссиях я уже говорил ранее, и пожалуй это все существенные геймплейные фишки, которые я смог вспомнить. Если что-то упустил, напишите об этом в комментариях. За подобные приколюхи GTA 4 получает 6 из 10 баллов. Ну и конечно, какое видео про GTA 4 без пары ласковых слов про оптимизацию. Если вы сейчас попробуете поиграть в GTA 4 даже на неплохом ПК, вы заметите, что эта игра не отличается хорошей оптимизацией. Да что там хорошей, вообще хоть какой-то оптимизацией. Про это я говорил уже 1000 раз и не только я, поэтому не вижу смысла это обсуждать, а просто поставлю свою оценку. И за оптимизацию в 2023 году GTA 4 получает заслуженные 2 балла из 10. Я вообще хотел поставить 0 или единицу, но на современных ПК играется уже куда лучше, но просадки кадров все равно никуда не делись. Пора подвести итоги и вынести окончательный вердикт. По итогу, сложив все воедино, GTA 4 набрала 5,3 балла из 10. Это моя субъективная общая оценка играбельности GTA 4 в 2023 году. Для 15-летней игры я считаю результат более чем хороший. Кто по какой-то причине в свое время пропустил этот шедевр, однозначно рекомендую пройти эту игру от и до, вместе с эпизодами. Для меня же эта игра навсегда останется одной из лучших частей в серии GTA и одной из лучших игр, в которые я вообще играл. Если вам понравилось это видео, не забывайте его оценить, написать комментарий, а также подписаться на канал. Благодарю за просмотр, также спасибо вот этим ребятам за поддержку на Boosty. Это очень ценно в данное время. У меня же на этом все, увидимся в новых видео, всем пока.